Здравствуйте. Добро пожаловать на канал About Animals. Молодая женщина пришла на могилу, огляделась. На кладбище никого. Она бессильно упала возле грядки и заявила. Устала от всего. Тяжело. В том числе и физически. Могила находится в дальней части кладбища, на улице Жара. К счастью, Жанна здесь одна. Можно расслабиться. Это была могила ее мужа. К сожалению, Жанна здесь бывала нечасто. То одно, то другое. Не получается сюда приезжать. После той аварии, которая унесла жизнь Максима, она и сама сильно пострадала. Выжила, но непонятно, что лучше. Столько сил, времени и денег пришлось потратить на то, чтобы снова встать на ноги, не быть никому обузой. Но сейчас она в порядке. А мужа уже нет рядом. Поревела и приступила к работе. Хотела привести его могилу в порядок. Памятник надо бы покрасить. Краска совсем обломилась. И еще год назад сокрушалась, что быстро выделила, но не критично. Думала, постоит, а на второй год уже совсем нехорошо стал смотреться. Памятник поставила недорогой, металлический. На мрамор не хватило, даже на такой скромный пришлось занимать деньги. Сейчас ситуация получше, с долгами рассчиталась, но живет скромно. На новый памятник копят деньги, как-нибудь потом поставят хороший. А пока пусть будет так. Подкрасит, приберет вокруг, сорняки вырвет, чтобы был аккуратненько. Женщина начала очищать памятник от ржавчины металлической щеткой. И подгадала же такое время. В самый жаркий день угораздило сюда приехать. Работа двигалась медленно. То и дело пересаживалась, чтобы перевести дыхание, спрятавшись в тени памятника. И в какой-то момент она уперлась рукой о землю, и рука провалилась. Только теперь Жанна заметила, что рядом с памятником дыра, словно это был лаз. И ладно бы, чего на нее обращать внимание. Дикие животные, наверное, роют норы. Может быть, крот или еще какой зверь. Но в Жанне проснулось любопытство. На какое-то мгновение она забыла, что пришла сюда к мужу, чтобы в очередной раз в печаль погрузиться. Интересно ей стало, что за животное здесь водится. Сначала просто заглядывала в нору, притихла. Вдруг кто-то вылезет. Потом начала раскапывать ее. Нора не маленькая и идет прямо под железное надгробие. Заволновалась вдова, а вдруг зверь до гроба добрался? А если там гнездо себе устроил? Почему-то неприятные ощущения у Жанны возникли. Не хочется, чтобы в гробу ее мужа кто-то обитал. Своими силами пыталась докопаться до истины, но нора уходила глубоко. Решила она раскопать могилу и посмотреть, кто там обосновался. Очень удивился сторож, когда женщина обратилась к нему с такой просьбой, но она только лопатой у него попросила. Хрупкая, растерянная женщина. Что она по такой жаре с лопатой будет на кладбище делать? Даже могильщики стараются в вечернее время копать. Думает сторож. Сейчас даму солнечный удар хватит. А ему потом морока. Хотел ее отговорить, но настойчивая женщина оказалась. Пришлось идти с ней вместе. Подкоп начали делать. А зверек оказался усердный. Глубоко копался. Сторожу самому стало интересно, кто осквернил могилу. Копали, пока до мужчины не дошло, что что-то здесь не так. А гроб-то где? Озадачился он. Еще копнул. И вправо, и влево взял. Но никаких намеков на захоронение не было. Вдова не могла поверить. Заставляла сторожа дальше углубляться. Мало ли просела земля. Глубина могла быть больше. С чего вообще сторожу знать, какая глубина у этой могилы? Но после очередной просьбы женщины копнуть еще немного, он бросил лопату, сказал, что нет в могиле ничего. Ни животных, ни гроба. Пусть вдова вспоминает, как похороны проходили. И как такое могло получиться? Сторож забрал лопату и ушел. А Жанна стояла в растерянности. Когда мужчины уже не было видно, она снова к яме кинулась. Еще руками землю поразгребала. А потом смирилась. К ее удивлению, она поняла, что могила действительно пуста. «А где же муж?» Сама у себя спросила она. Снова села на землю, но уже не плакала. Она попыталась вспомнить тот день. Больше 2 лет прошло. Они с Максимом возвращались из гостей. Настроение было хорошее, они смеялись. Уже не помнят, о чем именно говорили. Но было ощущение легкости, они были счастливы. Впрочем, всегда с мужем они были счастливы. Вряд ли она найдет еще такого человека. Они словно были созданы друг для друга, никогда не ругались. Все им завидовали. Они ехали на своей машине, она была за рулем. Недавно права получила. Но не ее вина была в случившемся. Это произошло в какие-то секунды. Неожиданно перед их машиной появился грузовик. Она ничего не могла сделать.
Какое-то мгновение, когда она успела испугаться, увидев этот грузовик, который выехал навстречу. Потом вспышка и тишина. На похоронах она не присутствовала, поскольку была в коме. Месяц лежала, а потом очнулась. Для нее прошло всего одно мгновение. Вспышка света от фар грузовика. А потом она подскочила. Было страшно. Не хотелось открывать глаза. А потом голоса. Кто-то ее схватил за руку. «Тихо, тихо, ложись обратно», — успокаивал ее женский голос. Жанна открыла глаза, она была в больничной палате. Медсестра пыталась уложить ее на кровать. В руку воткнуть капельницы. Потом началась вторая жизнь, вытягивал ее из депрессии подруга. Когда узнала, что Максима больше нет, не хотела жить без него, но она ничего не могла сделать. Висела не здесь, не там. «Ты что, голодом себя морить будешь?» Как-то психанула подруга. «Ты же себя убиваешь». Действительно, это было так глупо, и ничего это не давало. Лежит и оплакивает мужа. А вокруг все суетятся. Вряд ли Максим бы хотел, чтобы она так лежала овощной массой. Потом поняла, что она обуза. Боли не прекращались. Как будто каток каждую ночь ее переезжал. Как только таблетки переставали действовать, все тело начинало ныть. Лежала пластом, пока не осознала, что нужно что-то делать. Она решила, что не может ходить. Но врачи убеждали ее, что с ногами все в порядке. Болят, значит может. Впрочем, недолго она лежала в постели и страдала. Врачи не церемонились с ней, быстро объяснили, какие у нее есть варианты. Лежать плашмя или взяться за себя и привести себя в норму. Плашмя удобно. Не нужно ничего делать, но все атрофируется. И если она потом надумает поменять жизнь, то будет сложнее или вообще невозможно. А если браться за себя, то нужна реабилитация. А нормальная реабилитация стоит денег. Выбор был небольшой, и Жанне пришлось взяться за голову. Понятно, что нужно восстанавливаться, но все недешево. Кое-как сводила концы с концами. Вначале из-за физического состояния не могла на могилу мужа ездить, а потом работать пошла. Нужно же долги раздавать и вообще как-то жить. Но сейчас могила мужа у нее вызывала недоумение. Как такое могло произойти? Что было не так? Долго в голове все складывало, ничего не получалось. Мужа похоронили. Ее друзья об этом сообщили. А был ли кто-то из них на похоронах? Сейчас уже и не вспомнит. Она старалась не говорить об этом. Тяжело было слышать о подробностях. Жанна попыталась что-то выяснить. Позвонила знакомым. Да, похороны были, но они только на поминки пришли. Какая-то дальняя родственница организовала все. У Максима родители уже умерли. Родители Жанны тоже только на поминки позвали. Странно все получалось. Ни у кого тогда не возникло никаких подозрений, и она никогда бы не подумала, что может быть что-то не так. Но теперь поняла, что покойного мужа то никто и не видел. Даже не знают, был ли гроб. Разобраться с загадкой помог частный детектив. Те деньги, которые она на новый памятник собирала, решила на услуги детектива потратить. Если муж жив, то и памятник ему уже не нужен. А Жанна теперь была уверена, что... Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.